инциденты. 15 ноября 2018 года на аэродроме Усинск в течение 16 минут в условиях жесточайшего дефицита времени сели на одну полосу друг за другом пассажирский «Боинг» и 4 истребителя МиГ-31. Ну а чтобы, находясь в аэропорту в ожидании своего рейса, отвлечься от навязчивых мыслей, хотим посоветовать вам скачать и начать играть в мобильную игру «Викинги». Эта игра точно отвлечет вас от излишних переживаний. Встаньте во главе города, соберите войско храбрых викингов и готовьтесь к походу, который восславит ваше имя и заставит всех трепетать перед ним. Стройте и улучшайте здания, тренируйте лучших воинов с помощью новых навыков и отправляйте их в поход. Вступайте в кланы и кооперируйтесь с союзниками для масштабных сражений. Vikings War of Clans — увлекательная игра с огромным простором для действий. Множество видов войск, постоянные обновления, ежедневные задания и соревнования несомненно вовлекут вас в борьбу за славу и могущество. Эта игра приятно удивляет простым и понятным интерфейсом, отличной графикой и легкими условиями для начала развития, а также уникальными игровыми механиками. Множество заданий и квестов, различные улучшения, тренировки воинов и военные походы — все условия для интересного времяпровождения. А поддержкой в суровой северной стороне станет дружелюбное и общительное сообщество игры, которое с радостью помогает новичкам. Присоединяйтесь к миллионам игроков в борьбе за звание величайшего ярла. К тому же мы совместно с создателями игры решили провести конкурс. Правила довольно просты. Нужно скачать игру именно по моей ссылке в описании и начать свое развитие. 2 участников, которые достигнут максимального уровня дворца по сравнению с остальными до конца августа, выйдут победителями. В качестве призов представлены MacBook Pro, iPad, а также клавиатура к нему. Розыгрыш состоится 3 сентября. Скачайте викингов по моим ссылкам в описании, и тем самым вы поддержите мой канал. А теперь полетели! Реконструкция событий. Пермь, аэродром Большое Савино. 15 ноября 2018 года отсюда осуществлялся перелет в Воркуту 4 МиГ-31 с подвешенным боекомплектом. Истребители летели 2 парами. В качестве запасных аэродромов им были запланированы Сыктывкар и Усинск. В 6 часов 30 минут утра представители группы управления полетами государственной авиации звонят из Перми в Усинск с просьбой подтвердить использование их аэродрома в качестве запасного при перелете 4 МиГов, 2 Су-30 и 1 Ил-76. Там им отвечают, что это невозможно по причине большого скопления гражданских самолетов и отсутствия мест для стоянок. Получив эту информацию, Пермь сообщает, что тогда основным запасным аэродромом будет Нарьян-Мар. В Сыктывкар представители государственной авиации не звонили. В 9:58 утра из Перми вылетает первая пара МиГов. Через 7 минут за ней взлетает и вторая. Спустя 1,5 часа в 11:30 первая пара уже заходит на посадку в Воркуту, аэродром Советский. В это время происходит внезапное ухудшение метеоусловий. Появляется морозная мгла, и видимость падает до 200 метров. Истребители несколько раз заходят на посадку, но безуспешно. В 11:35 в Усинск звонят из Воркуты и сообщают о возможном направлении к ним 4 истребителей. На что в Усинске отвечают, что данный аэродром не может быть использован в качестве запасного для МиГов по причине отсутствия мест для стоянок, и напоминают, что в качестве запасного ими был выбран Нарьян-Мар. Тем не менее, экипажи первой пары МиГов принимают решение следовать в Усинск. В 11:37 руководителю полетов Усинска звонят из центра, из Сыктывкара, и сообщают, что к ним летят 2 пары истребителей и рекомендуют обеспечить уборку тормозных парашютов. Диспетчеру планирования Усинска опять звонят из Воркуты. Да, Усинск, планирование. Воркута Советский, Маздик. У нас 4 МиГ-31 на аварийную к вам уходят тоже 100%. Приняв эту информацию, диспетчер планирования Усинска не сообщает руководителю полетов о планируемом аварийном характере посадки истребителей и лишь говорит, что к ним просто направляются 4 МиГа на запасной. Руководитель полетов уточняет у Сыктывкара расчетное время входа МиГов — 12:05 и информирует об отсутствии мест стоянок и команды для сбора парашютов. Спустя 4 минуты представитель группы управления полетами вновь выходит на диспетчера планирования Усинска и информирует о том, что по топливу 4 МиГа могут следовать только до Усинска, и это окончательное решение.
Таким образом, за 22 минуты до посадки МиГов в Усинске имели информацию о времени их прибытия. На связь с диспетчером посадки Усинска Алексеем Плитиным выходит Boeing 735 авиакомпании «Ютейр» из Москвы и докладывает о снижении до 60-го эшелона. Это высота 1800 метров. Спустя 3 минуты с аэродрома взлетает Ан-24 по маршруту Усинск-Варандей. Алексей Плитин получает информацию от Боинга, что тот планирует посадку через 6 минут. Он запрашивает экипаж о возможности выполнения визуального захода, что могло сократить время на посадку, но Боинг отвечает, что будет заходить по схеме. Алексей Плитин, владея информацией о расчетном времени входа первого МиГа в 12:05 и наблюдая истребители у себя на экране, предпринимал все меры для безопасного обеспечения складывающейся ситуации. До выхода на связь МиГов под его управлением находилось 5 воздушных судов. Боинг докладывает, что находится на 4-м развороте, то есть выходит на посадочную прямую. Спустя минуту, на удалении 8 километров от аэродрома, Алексей Плитин разрешает посадку лайнеру. Одновременно он интересуется, сможет ли экипаж освободить полосу по рулежной дорожке «Браво», которая находится на расстоянии 1200 метров от торца. Но из-за того, что полоса скользкая, экипаж отвечает, что не сможет срулить так быстро. Спустя 2 минуты после этого диалога первая пара МиГов входит в зону ответственности диспетчера посадки Алексея Плитина, но не связывается с ним. Боинг приземляется и рулит в конец полосы. Там ему надо развернуться, чтобы затем ее освободить. 595. 595, посадка 02. На 180 разворачиваюсь, освобождение по рдаль. 180 по Альфа 595. Ютер 595, поправка по Браво, по Браво. Принял вас по Браво 595. Алексей Плитин разрешает Боингу освободить полосу по рулежной дорожке «Браво», но до нее еще надо доехать. Наблюдая отметку первого МиГа, который приближается к аэродрому и не выходит на связь, диспетчер сам вызывает его по рации. 62 821, Усинскую. Отвечаем. 62 821, выполните левую орбиту, у нас сейчас полоса занята. Я не могу, у меня посадка уже. 62 821, уходите на второй круг немедленно. Для информации, полоса занята Боингом. Алексей Плитин просит истребитель выполнить левую орбиту, то есть отвернуть влево и сделать круг. Но экипаж отвечает, что из-за малого остатка топлива не может этого сделать. Только в этот момент ситуация по аварийному остатку топлива становится известна Алексею Плитину. МиГ все-таки уходит на второй круг, а спустя полминуты на связь выходит второй истребитель с позывным 41823. Усинск, вышка 41823, с курсом 200, эшелон 060 занял. Повторите, кто вызывал? 41823, эшелон 060 под вашим управлением, с посадкой. 41 823, вас понял. Рассчитывайте посадку вторым для информации. Сейчас МиГ на второй круг ушел, полоса у нас занята пока Боингом. Понял, на второй круг уйти возможности нету. ЮДР 595, вышка, ускорьте, пожалуйста, руление для информации. К нам 2 МиГа заходят, 50, малый остаток топлива. 595, до полосы скорости, в конце полосы разворачиваемся на 180. В это время первый МиГ с позывным 41821 уже сделал круг и снова заходит на посадку. Согласно правилам, диспетчер не должен разрешать ему садиться на занятую полосу и несет за это персональную ответственность. Но в воздухе истребитель с подвешенным боекомплектом, который вот-вот может упасть из-за недостатка топлива. 821, выхожу на посадочный. 821 для информации. ЮТР 595, вышка, оставайтесь все в кармане, оставайтесь. Остаемся в кармане 595. 62 821, полоса 31, посадку разрешаю вам. Для информации, в конце полосы Боинг стоит в кармане. На связь выходит второй МиГ, позывной 41823. Усинск, вышка, давление подскажите на точках. Давление 767 QFI миллиметра, 1022 гектопаскаля. 767, точка. 767 миллиметров, подтверждаю, 767. Решите снижение, точку наблюдаю. 53 821, разрешаю снижение. 41 823, решите снижение.
23 снижение, разрешаю. Выполняю. 823 до точки 15 с посадкой. 23, понял. 821 за Боингом остановлюсь. Да, возле Боинга, подтверждаю, возле Боинга останавливайтесь, ждите, пока второй цель. Первый истребитель благополучно сел и рулит в конец полосы, в карман, к Боингу. Тем временем жизнь на аэродроме не останавливается, и гражданские вертолеты просят внимания к ним. 24, вход в круг 100. 24, вход, след... Блять. Курс в орбиту, дай ему. Выполняйте правую орбиту. А выполняю правую, высота 100 метров занял. Понял, 100 метров, правая орбита до команды. Выполняю 24. На всем протяжении критической ситуации руководитель полетов Игорь Рогожин помогает Алексею Плитину. Но заводя на посадку второй МиГ с позывным 41823, тот еще не подозревает, что для него все только начинается. 23, полоса 31, посадку вам разрешаю. 823, дальний к посадке готов получить. Для информации, в северном конце находится Боинг и МиГ-21. 821, выключусь я к торце. Кто повторите вызов? В торце 821, выключусь. Понял. 21 пока не выключайтесь. 21 разворачивайтесь на 180 градусов. А у вас тягач есть? Нету тягача, разворачивайтесь на 180. 23 также разворачивайтесь на 180 градусов. Принял. 821 за Боингом. Я за Боингом, выключусь в кармане. Мужики, смотрели там. 23, 21, там оставайтесь. Сейчас у вас еще одна пара идет. Не успеете освободить. Я по топливу выключусь. Понял, выключайте, ждите там. 823 аналогично. ЮТР 595, поняли информацию? Ждите все в кармане. Мы развернулись, ждем в кармане 595. 595, подтверждаю, сейчас еще 2 МиГа садиться будут. Приняли 595. Спустя 1,5 минуты на подходе к аэродрому вторая пара истребителей. Ведущий с позывным 41822 выходит на связь к Алексею Плитину и сообщает, что первым будет садиться ведомый, позывной 41830. Посадка каждого следующего истребителя затруднена тем, что отстрелянные тормозные парашюты предыдущих МиГов валяются на полосе. Глушимец подход 41822 парой. Решить заход с рубежа. Пару распустил, первый будет 23 заходить садиться. Повторите еще раз информацию, не понял, кто первый заходит? 41, 823. 830 будет первый садиться. 822 за ним будет. Идем в расчетную. Понял, 41 830, QFI 767 мм, заход вам, прямой заход вам разрешаю. 22 вышка, вы за ним будете следовать, правильно? Я за ним, он первый, да. Понял, рассчитывайте посадку за ним. Для информации, в северном конце у нас находится 3 борта, 1 Ют, 1 Боинг и 2 МиГа. Принял. Ведомый 41830 выходит на связь. Вышка Усинск, 80 30 отвечаю. Вас посадочный 31? Подтверждаю, 31 полоса. Вас понял, разрешите для захода снижения 600. Понял, снижайте 600 метров. Понял. 24 вышка. Отвечаю 24. 24, пока орбиту выполняйте. Для информации, сейчас 2 МиГа садятся в течение 5 минут. Информацию принял. Разрешите рассчитывать посадку в квадрат с курсом 120. Выполняйте орбиту 264. Выполняю 264. Первый идет. 30 вышка, вы подскажите, вы с каким курсом хотите садиться? 31? Подтверждаю, 31. 30 ты заходишь? Захожу. Вышка 30, подскажите, мы на посадочном. Аэродром прямо, он маленький. Наблюдаю уже. Высота. Снижаюсь 500, вижу. Продолжай заход, за тобой иду. 30 вышка, еще раз подскажите, вы собираетесь заходить с курсом 314? На посадочном сейчас идем, где прожектора горят. Пара заходит с курсом 314. 314. Они заходят с курсом 134. 314 мы заходим. 30 с курсом 134 заходите. Точно так. Набирайте высоту 800. По топливу не могу. 30 вы в лоб идете. Вы наблюдаете, в северном конце 3 самолета стоят. Наблюдаю, разрешите 200, хотите с малого по топливу. 22 вираж сможете выполнить? Могу. Понял, выполняйте вираж. По 30-му дадите 200 метров зайти по топливу. Заходите. Понял. 22 вышка, заходите, тогда вы первым заходите, 30 вы вторым. Топлива нету 30-го. 22 тогда вираж выполняйте, пускай 30 заходит первым, вы заходите сразу за ним вторым.
30-й, давай, вынужденно иди быстрее. Ведомый 41830 перепутал курс посадки и собирался садиться как раз в тот конец полосы, где уже стоят два МиГа и Боинг. Ему надо было заходить на полосу 31 с курсом 314, а он заходил с курсом 134. Эти цифры как раз отличаются на 180 градусов. Алексей Плитин отправляет 830-го на второй круг, и тут к нему на связь выходит гражданский вертолет. 789, ждите пока. Вышка 22-789. 22-789, ждите, повторяю, пока. 30-й, заход вам разрешаю на полосу 31-ю, курс 314, повторяю, заход разрешен, 31-ю полоса. Понял. Остаток 30-й. Сонно? Сонный до Китая можно уйти. 22-й, для информации, у 30-го удаление 4, рассчитывайте посадку за ним. Готов уже. 830-й, заход, посадка. 30-й, посадка, полоса 31 разрешена. Понял. Ведомый 41830 благополучно садится в правильный конец полосы. Заводя на посадку ведущего 41822, Алексей не бросает и остальные воздушные суда. 30-й, Усинск, вышка, в конец полосы рулите, повторяю, в конец полосы для 22-го, чтобы сесть мог нормально. Понял, вижу. 22-й, вышка, заход, полоса 31 разрешен. Понял, полосу посадки готов. 22-й, вышка, полоса 31 разрешена посадка. Понял. Вышка, 24-270, вышка. 270, рубеж 40, 400. 24-270, вышка, понял. Рассчитывайте посадку в квадрат с курсом 134. Для информации, полоса занята, стоят 5 бортов, 4 МиГа, 1 Боинг. Принял информацию, буду рассчитывать заход в квадрат с курсом 134, занимаю 200 метров, 767. После уборки тормозных парашютов Боинг смог освободить полосу. За ним это сделала и вторая пара МиГов. Первая же осталась на полосе для дозаправки. В связи с этим было объявлено о закрытии аэродрома с 13 до 15:45. В 14 часов 11 минут Усинск вновь открылся. Причиной вынужденной посадки явилось резкое ухудшение метеоусловий на аэродроме Воркута и решение о направлении истребителей на запасной в Усинск. В сложившихся обстоятельствах диспетчером посадки были предприняты наиболее эффективные действия по минимизации рисков. Несмотря на свой малый опыт работы, всего 3 года, 26-летний Алексей Плитин не впал в стрессовое состояние и не растерялся в экстремальной ситуации. Действия диспетчера не выходили за рамки действующего законодательства. Федеральные авиационные правила допускают отступление от требований в случаях, необходимых для предотвращения авиационных происшествий, преступлений, гибели и нанесению вреда здоровью людей. Даже в случае невыхода тормозного парашюта истребители успевали затормозить до конца полосы. Таким образом, диспетчером посадки Алексеем Плитиным было принято единственно верное решение. Авиаинциденты.